О, симпатичненькая машинка. Эта история, возможно, будет началом тайного восстановления ретро-автомобиля для пожилого владельца. Может быть, здесь будет даже не один автомобиль. Мы подъезжаем к еще одной машине, здесь же, в городе Владимир. Вытаскиваем машину, чтобы посмотреть ее при дневном свете, в каком она состоянии. Она действительно требует ремонта. Нет. А во-вторых, я сомневаюсь, что нам ее отдаст, честно говоря. Привет. Привет. Как зовут? Артем. Я правильно понимаю, что ты знаешь пожилых людей? Ты их знаешь хорошо или у тебя какие-то так с ними отношения? Не, со всеми отличные отношения. Нас ждут дедушки. Мы хотим попытаться забрать у них сегодня прям машину, может быть, там завтра, если они сегодня будут не готовы, на небольшое количество времени для того, чтобы ее восстановить этим сюрпризом. Кто-то отдаст. Думаешь, да? Думаю, да. С кем-то будет тяжело. Ну, легенду-то какую мы придумаем? Зачем нам эта машина? Может быть, для участия в какой-то выставке, вот, да? То, что, типа, вот, там, машину покажем на выставке, в Москву повезем. Вот, все, двигаем в путь, да? Погнали? Да. Мне позвонить, либо мы приедем без предупреждения. Я думаю, что позвони ему. Анатолий Васильевич. Ну, ребята приехали. Нам за вами заехать или как? Или вы сами подойдете в гараж? Сумеем мы через 20 минут встретиться? В гараже? Да. Да, сможем. Все, договорились. Артем, ну ты нас представляй тогда. Здравствуйте. 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 Роман. Анатолий. Дима. Анатолий. Как ваши дела? Нормальные дела у меня. Значит, какая цель у вас, во-первых? Нам интересно узнать немножко про вас. А что про меня узнавайте? Вам сколько лет? Мне 94. И вы до сих пор водите Да. вашу машину. С 1986 года на ней ездил. А почему не меняли машину? А зачем? Она мне нравится. У меня был товарищ очень грамотный, в машинах хорошо разбирается. Он, значит, мне посоветовал эту машину купить. Она, говорит, хорошая, как броневик, нигде тебя не подведет, ничего. Мы подъезжаем к еще одной машине здесь же, в городе Владимир, с еще одним владельцем. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Мы к вам. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Роман, очень приятно. Здравствуйте, Дима. Александр. Здравствуйте. Как ваши дела? Как видишь, Так, присаживайтесь. да жизнь бьет ключом, все по голове, крепчаем. А вы? Мама, Мама. Мама его. 95 лет, да. Как вас зовут? Валентина Александровна. Валентин Александрович. Меня Рома зовут, очень приятно. Это Дима. Да я вроде где-то видел вас. Да? Интересно. Мы друзья Артема. И нам бы, конечно, было бы любопытно про вашу машину в том числе узнать и посмотреть ее, если можно. Посмотри, она стоит далеко. А вы пешком или на машине? На машине. мы. На машине? Конечно. Саш, они тебя увезут. И увезут, и привезут. И, говорит, не привезут, слава богу. Да, увезут и привезут. Ну, давайте так сделаем. Поможете пересесть мне, и все. Договорились. Все, тогда вопросов нет. Целая система тут. Да, Саш, куда это? чтобы выйти Вниз? из дома, просто система. Вниз или вверх? Нет, вот так, как есть вешать.
Поехали. Прямо едем и едем. Нормально, да? Да. А как так вышло, извините? Тогда молодой был. Я 30 лет в коляске, 41 год был, когда разбился. Настолько обидно было. В смысле, На мотоцикле. Было препятствие, не огражден, не освещено, ни знака, ничего вообще. Я ночью ехал. И я вот еду на этот, километров 30, может, ехал, не больше. Так что я знал, проселочная дорога должна сворачивать. На обочину смотрю, на дорогу, на обочину дорогу, и потом сразу раз перед глазами. Ну, может, 40, не больше. Когда занимался мотокроссом, я говорю, вот обидно, когда на тренировке, особенно там, голова, руки, ноги, летишь, только раз живой. А тут вот такая ситуация элементарная. Сейчас мы ее подключим. Минуточку, подождите. клеммы, да, снимали? Да, клемму я вот снимаю каждый раз, а то мало что может случиться. В этой истории, как и во многих других историях, спонсором нашего канала является Авито. И вообще, эта история – история про друзей. Ведь эта машина, она для дедушки друг. Так и здесь. Наши друзья и партнеры Авито поддерживают наш канал и этот выпуск. И если мы все же сможем забрать, на что я очень надеюсь, иначе зачем все это затеивалось, этот Запорожец у дедушки, то мы будем искать там запчасти, опять же, на Авито. В истории про, допустим, 69-й ГАЗ мы находили там запчасти, знаете, такие, ну то есть они совершенно новые. Это старые, как бы старинные запчасти, но они новые, неиспользованные, в такую бумагу завернуты с хранения. Если говорить про запчасти на эту машину, то нам много чего потребуется, и мы будем искать запчасти у надежных продавцов с высоким рейтингом. И еще запчасти будут раскиданы явно просто по всей стране, так что мы воспользуемся Авито-доставкой. Это и хорошо, покупки станут безопасней. За 15 минут при получении заказа сможем проверить ту же самую оптику. Если вдруг окажется, что она от другой модели, то сможем получить деньги обратно даже за доставку. В общем, на Авито есть масса всего полезного и нужного. От себя мы в очередной раз благодарим этот сервис, ребят из Авито, за поддержку нас, нашего канала, за возможность снимать эти истории для вас. Никогда бы не подумал насчет Запорожца. Что я буду в таком восторге от этой машины. Это на меня колесо Маза полюбила мою машину. Один раз я стоял, ехал машина, МАЗ, от него отлетело колесо. Здоровое. И это колесо вот по этому месту стукнуло. А я стоял вот здесь. Хорошо, что нога моя здесь была. Вот. Это давно было? Давно. Я недолго думаю. Стал открывать дверку, она не открывает. Я ее открыл, а этот проехал дальше. Потом, значит, через некоторое время вижу, машина едет. МАЗ это, да? Да, МАЗ едет. Мужик из нее выходит раньше. Я говорю, что? Колесо, что лишь? Ага. Вон, я говорю, там колесо.
Он мне деньги дал, я ему расписку дал и разошлись. Ну, а потом надо ремонтировать было, и там как раз ремонтное место было. А тут ребята были, а мы хоть тебе сделаем. И один такой товарищ, значит, вот меня сделал, очень плохо сделал. Очень наляпал все. Вот я так и ездил. Этот запорожец, он что для вас значит? Это ваш друг, может быть. Вы же так давно с ним уже. С 86-го года. Не меняете? Нет, мне предлагали машину. Нет, ни в жизни не менял, и не собираюсь менять. То есть это ваш друг? Нет, ну как угодно, поцеловать можно. А вообще машину бы как-то вот это вот исправить хотели бы сами? Или уже не... Так я сам не могу исправлять. Я имею в виду, что отдать куда-то в сервис, где вы ее там Да, очень дорого берут. А что мне осталось-то? Осталось 94 года. Так. Вот там стоит машина. Да. Я вам поделюсь небольшим секретом. Я визуально вот именно вот такую модель не представляю. Как-то она прошла мимо моих ждать, серьезно. То есть для меня вот этот Запорожец обычный, ну, самый вот классический вот этот вот, да, он даже был в моей семье, когда я был маленький, совсем там у дедушки. А вот такой я не очень представляю, как выглядит. Еврейский броневик называют. На Я самом деле. посмотрю, заглядываю внутрь. О, симпатичненькая машинка. Слушайте, ну она вообще такая интересная. Она в хорошем состоянии. Неожиданный поворот, да? Мы приехали просто на фотографиях, она была не в таком хорошем внешнем виде. А сейчас машина просто огонек. А ключи у вас от него? А ключи дома. А, не взяли ключи? Ну, вообще она в идеале. Да, она в хорошем состоянии. Ее Нет смысла, смысла да. перекрашивать. Да. Тачку в идеале. Блин, вот тут не подумал. Прикольно. Ну ладно, мы так посмотрим. Вытаскиваем машину, чтобы посмотреть ее при дневном свете, в каком она состоянии. Меня, знаете, что поражает? Как вам удалось сделать так, чтобы машина действительно так хорошо выглядит? То есть я ожидал, что она будет немножко подуставшая, ну, со временем. Вы ее отдали на ремонт и перекрасили? Нет, двигатель только перебрали. А внешне краска? А внешне, вот я говорю, когда взялись, вот после аварии, брат у меня попал в аварию, в этот угол, врезался автобус, Да. я решил просто жить и стал устанавливать ее. Как давно это было? Сколько лет назад? В 2003 году. Но за эти года она, конечно, хорошо выглядит. Обратите внимание, как быстро все меняется. По Запорожцу это особенно видно. С какой скоростью сейчас в нашу жизнь вторгаются гаджеты. Все эти соцсети, всякий развлекательный контент, игры и прочее, которые способны просто так забирать и высасывать время. И если мы, взрослые, еще можем как-то это использовать рационально, то дети попадают под настоящий удар. Они могут проводить все свое свободное время в телефонах и компьютерах, теряют интерес к реальной жизни и забивают на учебу. И получается такой замкнутый круг. И нельзя дать ребенку убивать свое время, и не хочется с ним ссориться из-за этого. Но выход есть. Уже в этот четверг пройдет живой эфир для родителей на тему того, как мотивировать ребенка учиться без конфликтов, если ему интересны сейчас только игры и посидеть в социальных сетях. Эфир проведет Даша Абрамова, основатель школы цифрового творчества и программирования для детей Кадабра. Это IT-школа номер 1 в России по версии Google, через которую прошло уже более 45 тысяч учеников. Даша разберет, как оторвать ребенка от соцсетей и игр и при этом не испортить с ним отношения, как мотивировать ребенка учиться без принуждения и ссор и так далее. Регистрируйтесь на эфир
в описании под этим видео. Если у вас есть ребенок, то обязательно нужно это посмотреть, потому что это может изменить жизнь вашего ребенка в лучшую сторону. А еще Кадабра дарит скидку 80% на первое индивидуальное занятие с преподавателем Кадабра, на котором он определит сильные стороны вашего ребенка и даст развернутые рекомендации по развитию. Ссылка на это занятие также будет в описании. Переходите, очень полезная и нужная штука. 20-й год, 27 сентября, вот что, чего такой. Пишите, какой пробег был, 97 тысяч. Показания Показания, да. с 10 сентября 2020 года у вас 97 тысяч 19 Да, пробег. да. А если посмотреть, допустим, дальше, 21 год, 3 ноября 21 год, это почти что год прошел, Да. чуть-чуть побольше, 98 444. То есть у вас где-то 1500 километров в год вы проезжаете. 2000 в год в среднем получается. Ну, здесь 1500 проехали. Да. Тут, ну, я вообще в среднем. В среднем 2000 в Так год. у меня он уже 100 километров. 100 тысяч уже. Да, там, ну дай посмотрим точно какой. Вон, смотри какой. 98 там еще. 98 447. Открывается. Все открывается. Запасное колесо. Вот это мотор, все. Что тут есть, все на лицо. Нам вообще ваша машина, конечно, нравится, красивая. Ну, там где-то было ДТП небольшое, да, здесь тоже вы Да, чуть-чуть. Несмотря на это, видно, что вы за ней следите, ухаживаете. Ну, в этом- По мере возможности просто. Да не, конечно, вот надо потереть будет немножко все. Ну, я работал на заводе долгое время. А кем работали? Я разные должности занимал. Я технологом работал на автоприборе, в институте работал. Всю жизнь вы работали. Да, на заводе в основном. Мы впечатлены, честно говоря. Очень красивая, хорошая машинка. Да. Значит, не зря приехали. Не зря, конечно. А если вот эту машину мы бы, ну, не знаю, если там на выставку взяли бы для съемок, А где выставка в будет? Москве, на недельке 3. Мы бы ее на эвакуаторе забрали и на эвакуаторе потом привезли бы вам. Вы бы нас выручили на самом деле. Детки посмотрели бы на машинку. И для съемок фильма, там, как декорация, она бы нам бы очень пригодилась бы. Да, она как раз мне и нужна еще. Я понимаю. Но, может быть, вот сейчас, пока еще не началось, прям лето. Да как, вот сейчас как раз началось. Не, мы просто с Артемом давно дружим. Знаем его хорошо. И он вот рассказал, что есть такая машина. Мы сейчас приехали, посмотрели, и ну, вот как-то так прям... Я понимаю, что если бы мы бы вот эту машину поставили бы там, было бы здорово. Как раз сезон. Пораньше бы на месяц приехали, я бы вам... Мгм. Но мы всего лишь на 2-3 недели. 3 недели всего лишь, начиная с сегодняшнего дня. В этом же месяце привезем обратно, в конце этого месяца. А Артем вас повозит. Да, Артём, Я по звонку сразу вот приеду в любой момент. Вы скажете, короче, мне нужно на дачу отвезти рассаду. И я через полчаса около вашего подъезда стою и жду. Без проблем. супруга у меня едет со мной. И супругу. И супругу возьму. У меня машина вместительная, все уместится. И дочку можно взять еще. Надо подумать будет. Я знаю, как это дело. Артем здесь организатор такого движения запорожцев. Он сам болеет и радеет этой темой. Ему очень нравится. У него очень много контактов, в том числе пожилых владельцев, то есть дедушек, у которых есть такие вот машины. И, собственно говоря, он нам написал, когда мы искали подобную историю, пообщались, и вот сразу несколько машин у нас участвует в этом выпуске, и несколько их владельцев. А можете нас с супругой познакомить? Потому что она же тоже, по сути, владелец этой машины. Да. Давайте, я могу познакомить вас с ней. Ну давайте, может быть, как раз вы сейчас машину поставите, супругу познакомим. Мы сами, чтобы она видела нас. У вас машина тут есть? А вот наша машина черная. Черная машина. Мне очень жалко и обидно, что приходится действовать таким образом, но поймите правильно, если мы скажем сразу, для чего мы берем машину, мы не сделаем такой неожиданный приятный сюрприз владельцу, и даже вам это не покажем. Это так здорово, когда можно сделать это спонтанно и сюрпризом, то есть сделать это тайно. В этом смысл.
подобных рода историй мы, конечно, обращаем внимание в первую очередь на машины, которые реально нуждаются в реставрации. Здесь машина свеженькая, хорошенькая. Ну, как бы, да, понятное дело, что можно просто новые краски такой же белый покрасить, но она внешне-то не сильно будет отличаться от того, что сейчас. Все навесные элементы в хорошем состоянии. Мы не будем забирать эту машину, но это объективно и правильно, потому что она в хорошем состоянии. У нее есть владелец, который ее любит, и она уже классно выглядит. Поэтому здесь наши усилия просто не нужны. Обидно, что у нас что-то не складывается за этот день, потому что первый дедушка, он вроде как нам машину не отдает. Тут тоже такое, скорее всего, у нас не получится. Здесь у нас, ну как есть, да, здесь мы тоже как машину брать не будем. Можете сейчас еще согласиться дедушка на желтом Запорожце. Посмотрим. Туда сейчас и переместимся, мы же там подъезжаем знакомиться с его супругой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот на лавочку садись. Она не сырая? Да нет, здесь сухо, сухо. Ой, солнышко. А как вас зовут? Лидия Павловна. Лидия Павловна. Меня зовут Роман. Рома. Да, меня Дима. Очень приятно. Ну, с Артемом вы, наверное, знакомы, да? Знакомы. А у меня, кстати, знаете, какой еще вопрос был? Я вам так его не задал. А вы сколько вместе-то уже? 60 с лишним лет. А как вы познакомились? Приехал к нам Бернес на концерт. Марк Бернес? Да, вот мы с ним на Бернесе познакомились. Вот так вот. Всех лет и все вы волну. Это хороший знакомство. На Бернесе ты познакомился. Да, мне уже 91. Вам 91. Да. Но смотрите, какая история. Мы корреспонденты. Так. Мы приехали из Москвы. Какой газеты? А мы из интернета. Сейчас все в интернете. Ну да, да. Мы же приехали познакомиться, в том числе с вашей супругой и с машиной, да. С нашим. И мы бы хотели у вас попросить дать нам машину использовать на выставке как декорации для съемки фильма про Запорожец. Вот его надо спрашивать. Он говорит, что с вами нужно посоветоваться. Не знаю. Это А куда это? Где это будет? в Москву. Мы бы ее забрали на эвакуаторе и привезли ее в целости и сохранности. И вы, на самом деле, очень поможете сильно и нам, и вообще культу вот этой машины. А потому больше что- нет, что ли, других-то? А нам очень важно, чтобы у этого запорожца был владелец, который эту машину любит и давно с ней. Потому что это смысл фильма. Ага. И мы уже говорим, что мы готовы вам дверь сделать бесплатно. Подделать не приезжайте. Все, что И ли. там много всего. Там и сиденья, Да, там еще и все. Понятно, что сейчас такой сезон Без машины будешь. Ну, на сколько это времени? 3 недели. Но Как мы будем ездить? за это время Артем вас будет везде возить. А, Он вам очень поможет. Я вас выручу и на дачу отвезу, и привезу, и В любое время. рассаду, в любой Ночью момент. и днем. Дня и ну ночью, ладно, да. чуть что пропадет, так пусть пропадет. Да нет. Она не Нет, пропадет. она не пропадет. Мы ее вернем. Да. Но если вы разрешаете, то мы можем прямо сейчас эвакуатор Давай, сделать, и все. Дело хорошее, поверьте. да. Ладно. Хорошо, тогда сейчас на эвакуаторе тогда. Да не, надо туда мне кое-что там вынуть из машины, чтобы она была. Да. Вот. Багажник. На это время потребуется. Все. Ну, сейчас иди. Но мы вам поможем сейчас. Давайте сейчас и сделаем. Сразу. Сейчас вынем все там. Ну, давайте, Вот. идите. Так, Бонжорно, Вадим, привет. Слушай, мы тут выпуск снимаем, у нас так все спонтанно. Ну, понятно. Ну, как всегда, ты же понимаешь. Не, ну если есть возможность поучаствовать эвакуатором, будет здорово. Вот сегодня из Владимира в Москву. Когда нужно быть в Владимире? Сейчас. Сейчас. Надо, я уточню, дай мне пару минут. Да, хорошо, все, добро. Машина Запорожец. Да это как бы не суть. Ну, вдруг у тебя не будет таких маленьких эвакуаторов.
Так уж бывает в таких сюжетах, в таких вот, знаете, сюжетах, которые мы снимаем, как они есть. Так бывает, что что-то не складывается. В данном случае парадоксально, но не сложилось то, что машина уже в отличном состоянии. То есть ее не надо красить, не надо что делать, она уже покрашена. Поэтому нам даже немножко жалко, да, что эту машину мы не берем. Хотя сам по себе Александр человек такой стойкий. Несмотря на всю свою травму, на свою жизненную ситуацию, он, ну, не знаю, он нас вызвал какую-то симпатию. И как-то нам хочется сделать что-то еще, что мы можем сделать. И в данном случае мы решили взять и купить стиральную машину. Мы не забрали ту белую машину, но привезли другую белую машину. Она им нужна. Ты знаешь, что у нас стиральная машина, которая в комнате стоит. Это знаешь, как она называется? Сибирь, по-моему. И мы из комнаты катаем ее с мамой вместе в кухню. Постирает, опять увозит. А есть маленькие, небольшие машины, современные там. Которые можно на кухне прям поставить. Да, или сверху ставится, или там сбоку. Я в натуре не видел. Практически у нас стиральной машины нет. Переглянулись еще тогда и поняли, что это надо сделать прям моментом, быстро, неожиданно. Я даже в этом случае не жалею, что мы сюда приехали, посмотрели машину, которая нам в итоге не подошла, потому что это съемки и такова жизнь. Когда вот нет времени свободного, и речь идет не о съемках, а о том, чтобы приобрести машину. Вот тогда просто так гонять и смотреть варианты, которые в итоге не подойдут, плохо. Поэтому, кстати говоря, мы пользуемся вот в таких случаях автотекой. Потому что через автотеку можно онлайн проверить данные про машину. Масса всего. Помимо данных о ДТП и о количестве владельцев, там можно еще проверить ремонтные работы, можно посмотреть про пробег, не скручен ли он, вообще много всего. Поэтому тоже, чтобы экономить время, пользуйтесь. А мы сейчас берем вот эту вот стиралку. Ау, она тяжелая, да? Ну, такая, в принципе, нормальная. Тяжеловато. Мы вернулись в гараж. Анатолий Васильевич подготавливает сейчас машину для того, чтобы отправить ее в Москву. Честно говоря, он еще волнуется. Честно говоря, он не понимает, что происходит и почему. В его понимании он делает доброе дело для своего друга Артема, который здесь заведует всем движением запорожцев, и выручает его, чтобы отправить машину на выставку. Но мы, в свою очередь, пообещали, что мы сделаем вот эту дверь, мы сделаем сиденье, которое там плохо регулируется, ну и вообще мы, в принципе, посмотрим автомобиль с технической точки зрения. Это такое обещание. На самом деле мы делаем больше. Объективно, мы меньше всего верили, что получится забрать эту машину. Потому что мы не знаем владельца, потому что мы с ним не знакомы, только вот чуть-чуть со ним знакомились. Потому что как только мы с ним стали общаться с опаской, да, прям вот я прям почувствовал ему. Да я вообще не знаю, как это все получилось. А потом, когда я вот это перешел, сказал, и он такой, нет, засомневался полностью, да. И вот в этот момент я понял, что не получится. У вас, наверное, возникнет вопрос сейчас. А что такое, зачем вы все это делаете там вот именно вот так вот? Это наша такая концепция, наш такой цикл выпусков. Здесь очень важно, чтобы сработало сразу несколько обстоятельств, несколько моментов. Первое, это должна быть ретро-машина. Второе, это должен быть пожилой владелец. Третье, этот пожилой владелец должен любить свою машину, и она должна быть ему другом. Не просто кусок металла, а друг. Это очень важно. Четвертое, мы хотим сделать это тайно, сюрпризом, чтобы он не знал о том, что машина восстанавливается, реставрируется и делается. И чтобы когда он увидел ее как первый раз, когда ее только получил, в 86 году, когда забрал ее новую, чтобы она выглядела свежая, новая. Так во всех историях. И хочется, чтобы в истории с запорожцами было точно так же. Тайное восстановление ретро-машины пожилому владельцу. Подогрей ее, она холодная. Как хорошо ездить. Жалко машина, какая она. 5107 еще вижу.
Ручка осторожно. Так. На кухню сразу. На кухню. Приветствую еще раз. Здрасте. Короче, я вам прям расскажу, как есть. Мы блогеры. Мы снимаем ролики, а Артем наш зритель. И он нам рассказал про вашу ситуацию. И мы приехали немножко по другому поводу. Мы хотели вашу машину, вот эту белую, отреставрировать. Мы это делаем довольно регулярно. Сюрпризом. Но нас поразило, что она уже в отличном состоянии. Поэтому мы решили, что нет смысла ее заново перекрашивать. У вас такой взгляд и брать. Потому что, Вот. Поэтому мы... Что можно сделать в моменте, чтобы вам было приятно, и чтобы наше знакомство просто так впустую не прошло, мы вам... Это просто презент от нас, даже от зрителей русского канала. Это дорого. Пусть она же вам нужна, и все. Только что взяли, купили и вам привезли. Вот. Все, вам... Дай бог вам здоровья, Спасибо. серьезно. Спасибо. Но ваша машина не подошла под наш проект, потому что она хорошо выглядит и так. Я бы не стал Вот в чем дело. тем более... Да поверьте, отдали бы. Поэтому мы привезли вам вот другую машину, белую тоже. Ну все, мы поехали. Теперь уже точно до свидания. Спасибо. Спасибо тебе. Не за что. Не за что. Нам приятно, что мы можем так сделать. Самое главное здоровье вам. Спасибо. Все, до свидания. Роман, а где вот вас посмотреть? В Ютубе, знаете, в Ютуб можете зайти? Конечно. Слово пацана. Наш канал называется «Слово пацана». Ну что ж, результатом сегодняшнего выпуска вы могли вообще это не увидеть, если у нас не получилось, представьте, могло бы быть и такое. Но у нас получилось, и мы смогли забрать вот этот вот шикарный Запорожец тайно от владельца, то есть он не знает, для чего эта машина поедет в Москву. Анатолий Васильевич думает, что машина поедет для участия в выставке. На самом деле выставки не будет. Это наш небольшой обман. Эта машина будет восстанавливаться, краситься, а на самом деле работ здесь масса. Смотрите, вся оптика, видите, она вся старенькая. Весь кузов, он, во-первых, в коцках, везде. Ржавчина, коцки. Во-вторых, здесь вообще тотально все это сделано. Здесь было ДТП, сюда прилетело колесо от МАЗа, как он нам рассказал. И нужно это просто переделать по-нормальному. Важный момент. Мы понимаем, что, вот, допустим, это зеркало, я прям буду настаивать на этом, и это правильно, оставить здесь. То есть тут не будет зеркала завода, оно удобно, ему 94 года, и здесь удобство важнее какой-то красоты. Ну и дальше, если идти по кузову, мы видим, что весь кузов требует того, чтобы его просто заново обкрасили, да? Смотри, вот здесь все ребра, видишь, такие. Здесь вообще тоже, ну весь бок, то есть все, вот они, царапины, которые переходят сюда во вмятину, и здесь тоже вмятина, и эти старые колпаки. Нужно ее привести в порядок и сделать так, чтобы она была как будто новая. Пусть так будет. Дмитрий, вы спрятались от нас. Это представитель наших друзей, ребят из спецбуксира, которые прислали нам оперативно. Прям сегодня мы у них просили, сегодня уже здесь. Эвакуатор. И, кстати говоря, сюда могло бы, как мы потом поняли, поместиться даже 2 запорожца, но мы берем только 1. Кстати, у спецбуксира есть канал на ютубе, ссылка будет в описании, подписывайтесь просто от души. Они наши друзья. Пусть у них будет больше подписчиков, если вы не знали про это. Они там спасают крутые, большие машины в сложных ситуациях. И не только машины. Все, Дмитрий, тогда что, мы грузим? И везем в Москву? И везем в Москву. Мне не верится, что у нас получилось. У такого дедушки, который бы вообще, мне кажется, не отдал машину, мы просто забрали тачку. Пожалуйста, она уже на эвакуаторе. Сегодня отправляется в Москву. На самом деле, в этой ситуации хочется еще буквально пару слов сказать в благодарность Артему, который рассказал нам про историю с запорожцем, с одним, с другим, который зритель попытался помочь нам осуществить такую вот идею, отреставрировать машину пожилому владельцу. Если вдруг вы знаете случаи подобного рода, ретро-машины с пожилыми владельцами, которые эту машину любят и которые ей пользуются, обязательно напишите нам,
ну, куда? В описании будет, куда написать, короче говоря. Запомните, этот Запорожец в таком виде, в котором он сейчас вот, больше в таком виде вы его не увидите. Сейчас он отправляется в Москву на реставрацию в одно очень интересное место. Ну что, тогда Погнали? погнали к дедушкам. Да, погнали. Кому первым поедем? Что? Ну ладно, все, мы поняли. Я думал, вы когда-нибудь без камер просто. Мы никогда не... Мы даже спим вот с этой штукой. Вот я просыпаюсь, я протираю, но только это в ролик не входит, потому что никогда в монтаже не вставляется. Зато я быстро привыкну. Да, я уже чувствую, что ты привыкаешь.